Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Давненько на канале не было интересных коллабораций с другими ютуберами. Исправляюсь. Сегодня мы вместе с автором канала Classic Sonic расскажем вам о самой известной хоррор-игре и крипипасте под названием Sonic Exe. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Также не забудьте поблагодарить автора канала Classic Sonic подпиской на его канал. Ссылку на его канал я оставлю в описании под этим видео. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чай с лимончиком и погнали! Будет очень интересно. Sonic Exe – крипипаста и основанная на ней одноименная хоррор-игра. Игра, обладавшая довольно высоким градусом ужаса, породила целую кучу продолжений, начиная с Марио и заканчивая My Little Pony, быстро превратившись в баян. Сейчас популярность ее несколько поубавилась, однако она все равно остается одним из самых известных примеров и прообразов игр-скримеров. Более того, если первые эксо-игры были адским трэшем, то позднее стало появляться больше достойных пародий. Оригинальная крипипаста была написана на фэндоме 9-11 августа 2011 года пользователем GC Zenhera на Creepypasta Wiki, сборнике крипипаст, который может редактировать каждый. Довольно шаблонная паста, продолжающая многочисленным историям о файлах смерти, повествует о неком CD-ROM диске с записанной на ней игрой Sonic Exe. Описывается ее геймплей, а также последствия игры в нее. В 2012 году она попала на YouTube, и все завертелось. В этой игре Sonic является убийцей, а остальные герои игры его жертвами. История следующая. Я Sonic-фан, люблю современные игры, но не прочь поиграть и в классические. У меня никогда не было опыта багнутой или хакнутой игры. И после того, что произошло, не думаю, что желание появится. Все началось прекрасным летним днем. Я играл в Sonic Unleashed. Мне там нравилось исследовать города. До тех пор, пока я не заметил краем глаза, что пришел почтальон. Кинул что-то в почтовый ящик и ушел. Я приостановил игру и пошел за почтой. В ящике был лишь компакт-диск и записка. Я занес все это в дом. Сперва я взглянул на записку и понял, что она от моего друга Кайла, будем его звать так, которого я не видел уже 2 недели. Я узнал по почерку, хотя сперва было сложно. Было написано коряво и словно в спешке, как будто у него абсолютно не было времени на это. Вот что он мне написал. «Том, я больше не могу этого вынести. Мне нужно избавиться от этого, пока еще не слишком поздно. И я надеюсь, что ты поможешь мне в этом. Я не могу сделать этого. Он преследует меня. И если ты не уничтожишь этот диск, то он придет за тобой. Он слишком быстро. Прошу, Том, уничтожь этот проклятый диск, пока он не пришел из-за тобой. Уничтожь диск, и ты уничтожишь его. Но сделай это быстрее, иначе он поймает тебя. Не играй в эту игру, ведь этого он и хочет. Просто уничтожь диск. Умоляю, Кайл». Да, это действительно было странно, но я не выполнил его просьбы, хоть он и был моим лучшим другом. И я не видел его уже 2 недели. Мне казалось, что обычный игровой диск не может причинить ему какого-либо вреда. Это всего лишь игра. Разве ж нет? Ох, как же я ошибался. Я взглянул на диск. Он выглядел как обычный CD-шник. На нем было написано черным маркером Sonic.exe. Почерком, совершенно не похожим на почерк Кайла. Когда я увидел надпись Sonic, то очень обрадовался и захотел сыграть. Я же все-таки был Sonic-фаном. Вернулся в свою комнату, включил компьютер, запустил диск и установил игру. Когда появился титульник, я заметил, что это самая первая игра про Соника. Это подняло мне настроение, ведь, как я уже говорил, я любил классику. Когда я нажал на старт, изображение на титульном экране на секунду сменилось на что-то ужасное, а затем все утонуло в черном. Помню, как выглядело то ужасное изображение. Небо потемнело, эмблема Соника выглядела заржавевшей и разрушенной, а надпись Sega 1991 вдруг сменилась на Sega 666. Вода покраснела, стала похожей на кровь, выглядевшей сверхреалистично. Самым ужасным был Соник. Его глаза были закрашены черным и истекали кровью, а 2 красные точки смотрели прямо на меня. Улыбка была растянута еще шире, от уха до уха. Сперва я испугался, но после убедил себя, что это всего лишь глюк, и забыл об этом. Изображение оставалось черным еще около 10 секунд, а затем произошло еще кое-что. Выскочило меню сохранений из TX3.
Я обалдел. Какого хрена? Что это забыло в первой соневской игре? Но затем я заметил еще кое-что. Фоном было темное небо от плохого будущего уровня Stardust Teppy Y и Sonic CD. И было доступно лишь 3 сохранения. Музыка казалась повернутой задом наперед. Превьюшки сохранений мигали красными помехами. Но вот что еще больше меня напугало и удивило. В выборе персонажей были доступны Tails, Knuckles и Роботник. Теперь я точно знал, что что-то не так. Играть роботником в классической игре? Да не смешите. Через минуту Tails остановился, сбежав на холм. Я не понимал, в чем дело. Но потом я увидел Соника на другом краю экрана. Он сидел с закрытыми глазами, повернувшись к лисенку спиной. Tails выглядел счастливым, но после его улыбка померкла. Он заметил, что Соник не обращает на него никакого внимания. Как будто бы Тейлза здесь вообще не было. Тейлз медленно подошел к Сонику. Точнее, пошел к Сонику, а я заметил, что никак не могу им управлять. Значит, впереди кат-сцена. Вдруг я почувствовал нарастающий страх. Я боялся за Тейлза, а он подходил ближе и ближе к Сонику. И я понимал, что тот в опасности и вот-вот случится что-нибудь плохое. Послышался нарастающий белый шум, а Тейлз остановился в паре сантиметров от Соника и вытянул руку, чтобы дотронуться до него. Шум нарастал, как нарастал и мой страх. Я чувствовал необходимость сказать Тейлзу убираться отсюда как можно быстрее. Соник открыл глаза, и они были черные, с этими чертовскими красными точками. Прямо как-то изображение на титульнике. С одной лишь разницей, он не улыбался. Экран погас и звук исчез. Через 7 секунд на черном экране появились белые буквы. «Привет! Хочешь поиграть со мной?» У меня побежали мурашки по коже, и я хотел быстро прервать игру. Но мое любопытство все же взяло вверх. Я попал на другой уровень, называвшийся «Прятки». На этот раз уровнем был остров Ангела и Стикс 3, ведь он был объят пламенем. Тейлз дрожал от страха. Он правда смотрел на меня и подавал мне знаки руками, как будто бы хотел скорее сбежать отсюда. Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Тейлз обращался именно ко мне, разрушая 4-ю стену, просил поскорее выбраться из этого ужасного места. Поэтому я начал жать на стрелки так сильно, как мог, и заставлял его бежать как можно скорее. Раздалась 8-битная пиксельная версия темы встречи с Shadow Eggmaном из SA2, а я заставлял Тейлза прорываться сквозь пустынный лес, помогая ему сбежать от неведомого преследователя. Вновь раздался этот ужасный пиксельный смех, ужасающий смех кивки. Через 10 секунд я начал замечать видение Соника. Он возникал повсюду, сверкая ужасными красными точками в черных глазах. Музыка вновь сменилась. На сей раз это был таймер отсчет нахождения в воде. Соник постепенно настигал лисенка, и он не бежал, он летел. Поза его спрайта практически совпадала с летящей позой Metal Соника из Sonic CD, но это был именно Соник, только с черно-красными глазами. На этот раз его лицо растянула безумная улыбка, он выглядел так, будто бы искренне наслаждался мучениями маленького лисенка. Вдруг Тейлз запнулся, началась новая кат-сцена, музыка замерла, а Соник исчез. Тейлз лежал на земле и плакал где-то секунд 15. Кат-сцена была по-настоящему грустной, я прослезился. Но затем прямо перед лисенком возник Соник. Тейлз был в ужасе. Из черных глаз Соника начала сочиться кровь, а его улыбка все расширялась, когда он смотрел вниз на перепуганного лисенка. Я мог лишь смотреть. Через мгновение Соник рванулся к Тейлзу, и экран померк. В темноте раздался жуткий скрежет, а затем появилась иная надпись: «Ты слишком медленный. Попробуем снова?» И ужасный, богомерзкий смех раздался из моих колонок. Я был шокирован происходящим. Соник убил Тейлза? Нет, он никак не мог, ведь он и Тейлз – лучшие друзья. Ведь так? Зачем же Соник так поступил? Я постарался отойти от шока и вернулся к экрану выбора персонажа. Сейв с Тейлзом изменился. Тейлз был уже не просто в боксе выбора, а на экране телевизора, мерцающего красными помехами. Выражение его лица ужаснуло меня. Его глаза были черными и сочились кровью. Оранжевая шестерка почернела, а мордочка была искажена мукой. Стараясь игнорировать это, следующим я выбрал Наклза. Затем снова был жуткий смех, и вновь экран погрузился в темноту. Через 10 секунд начался уровень под названием «Ты не сбежишь». Как же мне было страшно. Я не могу точно сказать, что это было. Глюк? Как? Чья-то злая шутка? Да неважно. Но я продолжил играть, не позволяя своему страху взять верх. Следующий уровень выглядел иначе.
Земля была взята из Караб Брайан зоны, а небо выглядело так, словно было из главного меню. Темно-красное облачное небо. Но музыка напугала меня больше всего. Она была похожа на тему Гигаса, сразу после победы над Поки в Virtual Bolt. Также я заметил, что Наклз выглядел испуганным, почти как Тейлз, но не так сильно. Как и Тейлз, он проломил четвертую стену, обратившись напрямую ко мне. Он явно не понимал, что происходит, но я заставил его продолжать. Пока он бегал по ровной дорожке этого темного уровня, экран пару раз мигал красными помехами, а затем раздался тот безумный смех. Я заметил на металлической земле кровоподтеки, вновь и вновь почувствовал, как нарастает страх. Я начал думать, что что-то ужасное случится и с Наклзом. Наклзу явно поплохело от того, что он бежал по окровавленной дороге, но я заставлял его продолжать бегать. Внезапно перед бегущим Едихиной появился Соник. Он смотрел на него мерцающими красными точками глаз. Затем вновь пошли красные помехи, а когда они закончились, на экране не было ничего, кроме черного экрана с надписью «Нашел тебя». Я был в ужасе. Соник нашел Наклза? Уже? Да что же здесь вообще творится? В любом случае, вновь замелькали помехи, и я вернулся назад на уровень. Наклз был явно в панике, а Соника нигде не было видно. Музыка на сей раз послужила ужасно высокое визжание из финального босса Silent Hill. Что меня ожидает? Финальная битва с боссом? Соником? Боже, надеюсь, что нет. Вдруг Соник вновь возник перед Наклзом в облаке черного пиксельного дыма. Я заставил Наклза развернуться и ударить Соника, но тот растворился в тумане, прежде чем я смог его коснуться. Снова этот смех. Наклз паниковал все больше и больше, а я чувствовал, что схожу с ума. Соник играл с нами. Или скорее играл нами в безумно ужасную игру. Началась новая кат-сцена. Наклз упал на колени и схватился за голову, плача. Я чувствовал то же самое. Соник схватил нас обоих с ума. В мгновение Соник рванулся на Наклза, и экран вновь утонул в черном. Раздался какой-то новый скрежещущий звук, продолжавшийся где-то секунд 3. Новое текстовое сообщение возникло на экране. Так много душ до игр, так мало времени. Ты согласен? Да что за... Что вообще творится? Я начал считать, что Соник и правда пытался поговорить со мной через игру, но я был слишком напуган, чтобы об этом думать. Меня кинуло назад в главное меню. На этот раз Наклз был во втором боксе для сохранений. Из красного он стал красновато-черным, его иглы сочились кровью, так же, как и его глаза. Черные глаза. Он выглядел печальным. Было похоже, что в этих экранах заперты сами персонажи, но нет, не могу верить, не хочу верить. Решив передохнуть, я вырубил игру. Я вздремнул. Как же это было зря, ведь я увидел самый ужасный кошмар в моей жизни. Я находился в беспросветной темноте, но над моей головой висела лампа. Неподалеку были слышны крики Наклза и Тейлза. «Помоги! Почему ты отдал нас ему? Беги, пока ты не попался сам!» Крики утихали по мере того, как слышался смех Соника. Он звучал как искаженный хохоток Кивки. «С тобой так весело играть, прямо как с твоим дружком, Кайлом. Жаль, что он не продержался долго». Я в ужасе искал, откуда раздается голос. «Скоро ты присоединишься к нему и моим друзьям». Он приближался ко мне, мерцая и колеблясь. «Тебе не сбежать, малыш, ты в моем мире, как и все остальные». Он схватил меня, и я увидел так близко от себя лицо, растянутое безумной усмешкой, взглянул в эти ужасные черно-красные кровавые глаза, и проснулся в ужасе. Через пару часов я решил продолжить игру. Не знаю почему, но я должен был знать. Я должен был выяснить, почему это происходит. Я включил компьютер, игру и выбрал работника. Я по-прежнему думал, что это как-то странно, играть за работника, но уровень запустился, а названием его было лишь «Пугающе». На этот раз я очутился в какой-то прихожей, совершенно не похожей на какие-либо уровни из классических игр. Все было пиксельным. Сияющий шахматный пол, стены серовато-лилового цвета с анимацией свечи парой кровоподтеков, наконец темно-алый занавес, свисающий сверху. Каждые 12 секунд занавес медленно покачивался. Музыка была жутковатой, было похоже на пикселизованную тему битвы с Красной Королевой из American GSLS, разве что играла она чуть медленнее, чем обычно. Работник нервничал не так сильно, как Тейлз и Наклз, но выглядел так, будто бы все ему казалось подозрительным. После пары секунд простоя персонажа, я увидел анимацию.
Работник озирался по сторонам, а затем пожал плечами, как будто бы вообще не понимал, что тут такое творится. Да, я был напуган до безумия, но все же заставил работника продолжать. Он использовал свою обычную анимацию бега из конца игры. Когда ты преследуешь его Соником, мы продолжали играть. Я остановился на пролете лестницы, ведущей вниз. Мне было страшно, даже работник, казалось, был слегка не уверен в себе, но я все равно нажал стрелку. Я замечал, что с каждой ступенькой вниз стены становятся темнее и краснее, а красные факелы сменяются на жутковатые голубые. Вскоре мы вышли в другой холл, бывший длиннее предыдущего, а может, так просто казалось, а после спускались по еще одной лестнице. Очень долго, где-то целую минуту. Вновь ужасающий смех кивки, музыка начала гаснуть, до тех пор, пока не остановилась совсем. В этот момент стены покраснели еще сильнее, а факелы начали гореть черным пламенем. В третьем холле я заметил, что работник выглядит так, словно он в ужасе, хоть и пытается скрыть это. Не могу его винить, любому бы было страшно. Мне так точно. Внезапно Соник возник прямо перед работником, точно так же, как и раньше. Красные помехи. Они длились около 15 секунд, а после я увидел очень неприятное зрелище. На экране возникло сверхреалистичное изображение Соника, стоящего в темноте. Можно было увидеть лишь его лицо. Голова и трос тонули в черном. Знаете, когда я говорю сверхреалистичное, я имею в виду, что он выглядел настолько реальным, что можно было разглядеть все до мельчайшей шерстинки. И у меня было такое чувство, что если дотронуться до экрана, то в самом деле почувствуешь шерсть. А на лице была самая ужасная улыбка в мире. И это было в точь-в-точь, как то изображение в начале. Его глаза были широко открыты, черны. Он снова плакал кровью, до ужаса реалистичный. А в этих черных глазах были две красные мерцающие точки, смотревшие прямо на меня, мне в душу. Его улыбка была поистине демонической. Она реально растянулась от уха до уха, разделяя его лицо на две половины, словно он был чешским котом. Но у кота не было этих клыков, очень острых клыков, так похожих на зубы Верхога, только желтоватых и очень подозрительно выглядящих, особенно если учесть кровавые пятна на них и кусочки плоти на его губах. Я пялился на это где-то полминуты, не отводя взгляда. Я чувствовал, что он правда смотрит на меня, ухмыляется мне. Это лицо. Ему хватило и 10 секунд, чтобы запечатлиться навсегда в моей памяти. Экран разребил красными помехами трижды. На третий раз раздался хохот Кефки, но на этот раз он звучал искаженно демонически. Затем вновь возникло изображение, но на сей раз вместо него были буквы. И это было самое ужасное из всего того, что я видел с тех пор, как начал игру. Я бот. И когда я прочитал это сообщение, меня вдруг резко поразило осознание происходящего. Я понял все. Этот Соник был монстром, истинным злом, садистом, всемогущим, кошмарным, безумным чудовищем. И все его жертвы, Тейлз, Наклз, Роботник и, возможно, даже Кайл, были всего лишь его жалкими игрушками. А вся эта игра была вратами в его хаотичный, безумный мир ночных кошмаров. И его жертвы томили в самом аду. Я закричал. В мгновение ока Соник с диким визгом кинулся на меня с экрана. Его рот был совершенно нереально открыт, и было видно, что в нем не было ничего, кроме вращающей темной бездны. Красные помехи вернулись, на сей раз гораздо громче и искаженнее. Сильный визг бил по ушам. Я закричал и схватился за голову, а помехи продолжали ребить еще около 7 секунд. А затем все остановилось. Ничего не было, кроме черного экрана. Я сидел и смотрел на него, а затем возник текст. Готов ко второму раунду, Том. Ход Кефки звучал громче и отчетливее, как будто бы Соник стоял позади меня. Я смотрел на сообщение в шоке и замешательстве. Меня откинуло назад в главное меню. Третье сохранение поймало работника, измученного так же, как и Тейлз и Наклз. Его кожа посерела, усы повисли и почернели, очки были разбиты. Из-под них сочилась кровь. Лицо было искажено предсмертной мукой. Я взглянул на них всех, и у меня покатились слезы. Я жалел их за ту агонию, через которую им пришлось пройти. Они были навеки заточены в игре, вечные жертвы ежа плача. А затем компьютер выключился сам, и я не мог его включить, как бы я ни старался. В итоге я сидел рядом с ним около 25 секунд. Соник – истинное зло, он изощренно пытает людей, которые играют в эту игру, а когда ему надоедает, он утаскивает тебя в нее, затягивает в ад, где он сможет играть с тобой вечно, как со своей игрушкой.
Я не смог вытащить игру из компьютера. Кажется, диск застрял там, но я хотя бы смог вновь включить компьютер. После этого я услышал шепчущий голос за своей спиной. Продолжай интересовать меня, Том. Я обернулся на источник голоса, и то, что я увидел, заставило меня в ужасе закричать. На моей кровати сидел и смотрел прямо на меня плюшевый Соник, ухмылявшийся с кровоподтеками под глазами. Несмотря на невыразительность, игра и крипипаста образовали вокруг себя довольно широкую фан-базу, порождающая все больше фанфиков и игр по шаблону данной истории. Кстати, благодаря этому также появились фан-арты про данного Соника, и я вашему вниманию прямо сейчас их покажу на экране в этом видео. Интересные факты про данную крипипасту. Существует также и Round 2X, в которой мы играем за Соника, который очнулся после падения на шипы. Он, как и остальные персонажи первой части, которые тоже попали в передрягу, желает отомстить Сонику-убийце. Скорее всего, это просто реабилитационная версия первой части от фаната, которому хотелось сделать продолжение первой части, в котором безумию и Сонику-убийце придет конец. У любой крипипасты имеется реабилитационная версия, что в интернете уже является нормой. Во время прохождения игры за Эggmana, после прохождения экрана Game Over, видно размытую голову Соника-убийцы, поверх которого имеется надпись красного цвета на японском языке. Если пройти бонусные подуровни в обычных уровнях, то после того, как появился экран с текстом, через отведенное для его показа время откроется секретный уровень за Соника, в котором будут скримеры, появляющиеся после первых помех. Скримерами являются деревянное лицо и череп, только в 7-й версии, и сопровождаются они криками. Если пройти еще дальше, то фон уровня станет эпилептически опасным, и под звуки помех статистики начнут исчезать. Затем появится Соник, с волчьей мордой. Он станет медленно приближаться и под смех резко отдалиться. В завершение нам предлагают посмотреть на другой японский текст с помехами. В этой игре есть некоторые отсылки к другим играм. Например, музыка из уровня You Can't Run, написание авторское, является темой Gigasaur Bound. Эпилептический фон из секретного уровня, предфинальная фаза Гигаса оттуда же, тема босса You Can't Run, My Heaven is Silent Hill, а музыка секретного уровня, замедленный звук звонка Алмадема с наложенными эффектами, помехи, крики и т.д. Существует так называемый Лорд Ха, это тот же Экзисоник, но теперь он более тусклый и имеет вырез в виде Ха на животе, его так изменило перенос с консоли на ПК. На этом, к сожалению, видео подходит к концу. На этой чудесной и классной ноте каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайте маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь этим видео в других социальных сетях. И не забудьте подписаться на меня в других социальных сетях. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Также в описании под этим видео вы найдете ссылочку на Donation Alerts, где вы можете закинуть дяде Тёме копеечку, если хотите или если у вас есть возможность и очень сильно этого хочется. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.